Всем привет! Подключайтесь, приходите на посиделочки. Смотрите, здесь какие розовые спички розового цвета. Так, сегодня у нас подсказки. Свечку я зажгла. Свечка будет гореть у нас. Кому нужны подсказки, пишем подсказки или подсказка. Вот на такой колоде у нас будут подсказки. Поэтому пишите. Я пока буду вытаскивать. Вот. Кому нужны подсказки, пишите. Напишите подсказка или подсказки. Я пойму. Вы можете подумать о каком-нибудь вопросе. А я вам дам подсказку. Или просто подсказку на следующую неделю. Или просто подсказку на сейчас. Любые подсказки. Сейчас послание из будущего еще достану. Так, все. Аннет, добрый вечер. Подсказки на всех. Ссылку на донат сейчас. Сейчас все сделаем. Подсказка для Аннет. Сейчас мы все посмотрим. Так, подсказка. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Такая у нас первая подсказка. Подсказка для Аннет. Смотрим. Нет, не сегодня, а маленькая колода не хочет говорить сегодня. Почему-то у нее нет подсказки. Подсказки Вселенной. Подсказка для Аннет. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Букетик такой красивый для вас. Так, для Аннет подсказка. Отключи голову, отключи разум и доверься своей интуиции. Она поможет сделать правильный выбор. Такая подсказка вам. И послание из будущего. Послание из будущего. Для Аннет. Послание из будущего для Аннет. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Если вам нужна помощь, просто попросите, и все. Так. Что-то здесь как-то сильно моргает, да? Так лучше. А то прям ду-ду-ду-дуф, ду-ду-дуф. Так, у нас будет еще 10 посланий из будущего, как общий расклад. Поэтому можете загадать цифру от 1 до 10. Сейчас я напишу. 10 посланий из будущего. Ирина, добрый вечер, да. Сейчас донат отправлю. Хорошо. Давайте пока посмотрим. 10 посланий. Можно подсказки на всех. Да, сейчас посмотрим 10 посланий из будущего. Можете загадать любую цифру от единички до десяточки. Потом Ирине посмотрим подсказки. Так, послание из будущего. Кто загадал единичку? Смотрим. Ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Я вижу. Я вижу вот это вот вау. Так, для единичек посмотрели. Вы же забыли что-то важное. Вы еще можете все исправить, поэтому давайте подумайте, что такое вы забыли. Двоечки. Двоечки. Сделай сюрприз близкому человеку. Он нуждается в твоем внимании. Двоечки. Сделайте сюрприз близкому человеку. Троечки. Кто загадал цифру 3? Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо.
Видите, все к лучшему. Не знаю, что там происходит, но это к лучшему. Четверки. Четверки. Если ты ждал знак от Вселенной, то это он. Действуй. Четверочки. Вам пора. Пора действовать. Пятерки. Пятерки. Перестань искать себя. Создай. Расслабься и представь идеальный образ себя. Детально и максимально конкретно. Где живешь, кем работаешь, что носишь, чем пахнешь. Что тебе не хватает, чтобы стать твоим идеалом? Начни создавать себя прямо сейчас. Пятерочки, вот задача у вас. Шестерки. Шестерки. Тебя поглощает рутина. Измени привычный образ жизни. Иди другой дорогой домой, смени имидж, покупай новые продукты. Сделай что-то новенькое для себя. Что-то необычное. Что-то необычное сделайте. Семерки. Семерки. Ой, семерки, стоп, перестань это делать. Ты знаешь, о чем я говорю. Что-то вам надо притормозить. Семерки. Восьмерки. Ой, прислушайся к совету близкого человека. Он прав и желает тебе добра. Восьмерки, смотрите, какой хороший у вас рядом человек есть. Девятки. Девятки. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что вы упускаете, подумайте. Десятки. Десятая позиция. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Так что такие вот 10 посланий из будущего. Восьмерки. Много кто восьмерки выбрал. Я тоже восьмерку, кстати, выбирала. Я не всегда выбираю, но выбираю. Так, сейчас для Ирины подсказку на всех колодах и потом донат посмотрим. После доната буду смотреть чат. Вот. А, еще донат отправили, хорошо. Прекрасные неразлучники, да. Давайте для Ирины подсказки, потом донаты. Подсказки для Ирины, смотрим. Первая подсказка. Рискните, чтобы воплотить новые идеи в жизнь. Ну, вам прям дороги открыты, рискуйте, воплощайте. Что там за новые идеи у вас, что там такое? Действуйте. Двойки. Так, так. Двоечки у меня, двоечки. Кто там двоечки? Что-то обо мне двоечки говорили. В прошлый раз было наоборот не рисковать. Вот, а сейчас пришло время рисковать. Сейчас растущая луна, поэтому действуйте. Сейчас можно действовать. И все пойдет. Повышение просить тоже можно. Так что действуйте. Для Ирины подсказка. Тогда было не то время. Негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Делайте правильные выводы. Если что-то случилось, в общем, подумайте, почему это произошло, что надо понять, что сделать. Для Ирины. Посмотрим. Выходите из зоны комфорта, откройте дорогу новым победам. Как раз у вас сейчас активная такая фаза началась. Активничать надо. Выходить из теней, наводить красоту. Для Ирины посмотрим. Не сдавайся. Если не будешь бороться, считай, что уже проиграла. Не сдавайтесь, боритесь. Я победитель, я сильная, я справлюсь, да, это я красивая. Люблю мотивирующие подсказки, да. Для Ирины послание из будущего. Смотрите, кто-то хочет тебя обмануть, пожалуйста, будь осторожен. Проверяйте свое окружение в ближайшую недельку. Кто-то вас, может, захочет обмануть, а вы так опа, и не попадетесь на удочку, скажете, ага, вот это кто. Не надо мне тут, да? Не надо обмануть. Сейчас посмотрю донаты, ваши вопросики. Кто предупрежден, тот вооружен, да? Ой, у нас сегодня 3 донатика. Алена, Аля, Дартс, Мария и Анет. Ага, в какую профессию будет лучше работать, получается, да? Так, в какой профессии?
Аля Дартс. Вам отвечаю. Какую профессию будет лучше работать, получается? Какую профессию? Психолог, коуч, стоматолог, нейрохирург. Ничего себе. Так. Психолог. О, чтобы работать психологом, здесь нужно будет вам внутреннее спокойствие, чтобы вас нельзя было вывести из себя. То есть вам свои эмоции нельзя будет показывать, контролировать свои эмоции вы сможете. Это, знаете, психология, она... Да, благодарю, Ирина, тоже успешной вам недели. Психология сделает из вас человека, который в любой непонятной ситуации сможет собраться, что бы ни происходило, пули летят, как говорится, а вы в медитации. То есть внутреннее спокойствие, главное спокойствие, вот так вот. И как бы вы обретете внутреннее равновесие. Но насчет финансов, сейчас мы посмотрим. По финансам тут у вас, видите, по финансам что-то никак не получится. Вам не понравится, финансы к вам не будут идти. Не будут идти. По коучу можете пойти. Коуч, если пойдете, тут резкое движение вперед. Будут, возможно, какие-то переезды, путешествия, поездки. Очень много движухи, движений будет очень много. Много куда будете ездить, разъезжать. Так. Будут ли тут деньги? Тут будет какая-то мечта, может исполниться, может быть, мир посмотреть, да. Если вы в семейных отношениях, да, то тут какая-то семейная, какая-то цель осуществится касаемо вашей семьи. Или вы можете познакомиться с людьми, которые станут вашей семьей. Здесь не показывает таких как бы денег, да, но здесь деньги как будто... Здесь благополучие есть, и деньги, они сами собой как будто есть. Здесь деньги не главное будут. Если стоматолог, тут как будто никакого движения нет. Тут говорят, подумай, говорят, еще насчет стоматолога. Тут как будто тут надо понять, что по стоматологу тут как будто все в свое время. Тут удача придет или нет. Тут как-то с удачей связано. Вы больше, наверное, на стоматолога хотели бы. Здесь нужно будет становиться классным специалистом, если вы хотите. Но здесь все сама, такое вот. Вы можете стать классным врачом, это принесет вам внутреннее удовлетворение, но тут денег больших не будет. Здесь как будто, знаете, вот вы будете в ожидании. То есть клиенты, то нет клиентов. Как-то вот так вот будет оно. Не будет постоянства, вас будет дергать. Не будет постоянства. Коуч лучше, да, по коучу, да. И вот еще нейрохирург. Вот здесь тоже классно, кстати, в нейрохирургии вы можете заработать очень хорошие деньги. Вы можете купить то, что вы хотите. Вы, возможно, хотите что-то, не знаю, кто-то пьет, двоечки выпили. Это нас кажется почему-то про двоечек. Смотрите, вот здесь вот вы сможете в нейрохирургии, вы можете заработать большие деньги. Вы можете стать классным специалистом в своих кругах. А вас будут знать, возможно, не только в вашем городе, но обращаться еще из других городов. То есть здесь вы обретаете внутреннюю силу, вы занимаетесь любимым делом, это приносит вам удовольствие. Вы можете даже заниматься в рабочее, не в рабочее время, то есть дополнительно вы можете подрабатывать. Здесь вот вы как будто занимаетесь любимым делом. И клиенты здесь есть, и работы дофига, и нравится, вот здесь как-то вот так вот.
И по деньгам вы будете довольны как-то вот тут вот. Будут ли большие деньги? Но вы будете довольны. Вот тут вот вы будете прям очень довольны. И будут деньги съездить, куда вы хотите, и отдохнуть. То есть вы как будто здесь вы занимаетесь тем делом, которое приносит вам удовольствие, которое делает вас сильнее. Когда вот вы можете заниматься когда угодно этим делом. Это когда говорят, вот любимое дело, да, когда вот вы можете делать и днем, и ночью этим заниматься, как бы вам это, ну, ничего такого, как нормально. Есть заказ, есть работа, я работаю, мне нравится, как бы вот, да. Тут не через силу, не через вот, а тут вам будет очень-очень нравиться, будете очень довольны. Вот тут прям вообще хорошие карты. То есть у вас второе и третье это коуч и нейрохирург. Коуч много разъездов, много путешествий, мир посмотрите. Возможно, как где-то недвижимость можете купить, но все равно будете много ездить. Здесь все равно переезды какие-то, поездки, встречи с людьми, близких по духу людей встретите, вот семью можете обрести. А нейрохирург, вы здесь становитесь классным специалистом, занимаетесь любимым делом, вам будет это очень нравиться. Ну, там, где нейрохирург, тут еще нужно будет многому поучиться, вот, получить какие-то знания, и деньги могут прийти не сразу, а чуть подождать. Какая-то мечта ваша может осуществиться, которую вот вы давно-давно хотели. А по коучу вы можете посмотреть весь мир. Тут опять карта мира. Тут вы будете ездить, весь мир будет перед вами открыт. То есть здесь больше путешествия. Весь мир открывается как будто. Чего будет не хватать? Вот семейных ценностей, семьи будет вам не хватать, потому что вы всегда в разъездах, если вот коуч. Да, все время в разъездах, туда надо ехать, сюда надо ехать, вы не будете привязаны к одному месту. Вообще нет. Так что вот. Так что, да. А вот нейрохирург, даже вот вы внутри будете радоваться как-то, вот это ваше. И как будто ну, вы должны были, ну, вы еще, может быть, к этому не пришли, но вы к этому придете в любом случае. Не сейчас, так потом, как бы вот. Подсказка вам на коуч. Смотрите, если насчет коуча подсказка, то здесь не бойтесь. Если вы чего-то не знаете или вы боитесь, что у вас что-то не получится, то здесь не нужно бояться. Здесь больше уверенности в себе нужно. На нейрохирург здесь нужно не обманывать себя, вы прислушайтесь к тому, чего вы действительно хотите. И тут нужна гибкость, к людям нужно будет подход. Гибкий подход. Все люди разные, вам нужно будет научиться с каждым человеком находить к нему индивидуальный подход. Это нормально, когда с людьми общаешься, каждому нужен, конечно, свой подход. Вот, поэтому здесь так будет. Вас тоже благодарю. Сейчас подсказку вам, вообще просто общую подсказку на этот вопрос ваш. Посмотрим еще. Вы творец своей судьбы и удачи. Вот, смотрите. Такая вам подсказка. То есть все в ваших руках. Это классно, вам ничего не запрещается, весь мир открыт. Сейчас вы можете выбирать. То есть вы творец своей судьбы и удачи. То есть как вы захотели, все в ваших руках. Вот. Так что классно. Спасибо за ваш вопрос. С Аленой вместе. Так, Алена, спасибо. Теперь Марию давайте посмотрим. Дальше у нас Мария. Добрый вечер, добрый вечер. Чувство мысли действия. Очень позитивная подсказка. Да, супер подсказка вообще. А то здесь разные есть. А то тоже мне как-то одна девочка говорила, а у вас что, здесь все хорошие подсказки? Я говорю, нет. Тут есть такие, что лучше не стоит знать об этом. Иногда не хотят говорить, да. Так что, если хорошо, это хорошо. Я только рада. Тем более сейчас Луна растет. Действуйте, планируйте, делайте.
Так, смотрим Марию. Мария задала вопрос. Сейчас посмотрим чувства, мысли, действия. В чувствах. Угу. В чувствах. У него есть чувство к вам, влюбленность есть, вы ему очень нравитесь, как женщина, вы для него нежная, ранимая, беззащитная, которую легко можно вывести на эмоции, на слезы, вы очень чувствительная такая. И еще при том он может вами манипулировать. Вот это ему очень нравится, потому что он имеет над вами власть, как будто вот. И еще, возможно, вы тоже можете манипулировать своей вот этой чувствительностью, своей вот этой, не знаю, женственностью, беззащитностью. Вы тоже можете им манипулировать. Но он защищается от этих манипуляций. Он видит, что вы это можете, но он как бы, я думаю, он поддается на манипуляции, он защищается. Он старается не поддаваться, закрываться, чтобы, даже если вы его будете провоцировать. Так. В чувствах есть, чувства есть у него влюбленности. Его мысли. В мыслях у него романтическое свидание с вами. Он бы хотел с вами флиртовать. Флиртовать, заигрывать, встретиться вместе, кофейку, чайку попить, может, бокал вина. Хотел бы пофлиртовать. Как павлин хвост свой распустить, как бы вот хотел бы, да. Ой, хотел бы, у него нежные чувства, он хотел бы вам, и не знаю, все что угодно, лишь бы вы были довольны. Здесь как-то такие добрые, открытые чувства, чувство влюбленности и доверия, и вот и дружбы тут как-то вместе вот так вот, знаете, когда вот друзья доверяют друг другу, тут еще вот такое вот есть. Не то, что там страсть, любовь, там и все. Нет, тут еще такое доверие, дружеская нотка есть тоже хорошая. Да, в мыслях. В мыслях он дарит вам букет цветов, он приезжает, приглашает вас на свидание, вы вместе уезжаете там на такси на свидание. Да, вот он вас с букетом цветов встретил, там все красиво, романтика, флирт, там такое вот ухаживание. Не знаю, вот смотри, какие звезды, видишь, вот эта белая медведица, там вот, ну такое все романтичное. Ты сегодня как красиво выглядишь. Ой, ну что-то такое, я не знаю. Флирт. А в действиях, как он будет действовать? У него есть далеко идущие планы с вами, но он действовать пока не будет. Он решил пока, я подожду. Чего он ждет? А ждет, когда вы, может быть, вы как-то на него остро так, грубо, зло как-то вот его посмотрели или что-то так сказали ему, как отрезали. Он ждет, когда вы успокоитесь, когда вы не будете на него сердиться, потому что здесь, чего он ждет, когда вы смените свой гнев на милость. Может, вы его отругали за что-то, может, вы ему что-то сказали такое, что это его ранило где-то глубоко внутри. Вот. Да. И он иногда закрывается, иногда он боится, иногда он такой смелый, а иногда боится немножко. Вчера объявился поздравил с днем рождения. Он думает о вас, потому что вы не ответили. Вот он и боится вашей реакции. Он думает, пережду. Он проверяет ваше хорошее настроение. Когда вы будете в хорошем настроении, когда вы ответите, когда вы пойдете на разговор, когда вы так вот зацепитесь языками и пойдет вот так вот. Мысли о вас, о будущем есть. Он хотел бы... Да, он много о вас мечтает, много о вас думает. Он думает, как было бы классно, если бы мы были вместе. Вот поэтому манипуляция не срабатывала. Да, не сработало. Он ревнивый, вспыльчивый, кстати. Да, и что-то вам не договаривает. Это у него есть.
Ну, он так решил, он так решил. Он что-то, короче, сделал такое резкое, что-то сказал или поступок, да, и как он сам не рад. Он сам не рад, что он это сделал, потому что он сделал это на эмоциях. Он хотел бы все вернуть, он выжидает, выжидательную позицию занял. Что-то он только долго выжидает. Резко и жестко закончил. Он распушил свой хвост, типа вот он такой мужчина, он такой весь прям ценный, он так решил, он сделал, а потом сам понял, что он сделал, и только до него потом дошло, и вот он хочет восстановить, ну, он, может, никому не нужен просто, или... И он думает, может быть, еще и шанс, было бы хорошо, но здесь нет, скорее всего, нет. Маятник качнулся в другую сторону, да. Видите, ему тяжело. То, что вы его вот так вот обрубаете, и, кстати, вы честно делаете, вы правильно сказали, что маятник в его сторону, да. Он на что, как бы, что сделал, то и получил. Обратно ему как раз-таки прилетело. И ему это очень тяжело переваривать сейчас. В таком положении, когда это для него тяжеловато. Да, уход, ну, полностью. По справедливости, да. Честно, он то, что заслужил, то и получил, как бы все. Даже если он будет стараться, тут уже чувство не восстановится. Тут как будто вы уже вышли на новый уровень, на новый этап, вы окончили. Вы вообще сейчас в таком состоянии, когда вы счастливы и у вас все хорошо, вам не нужно вот этого всего. Вы закончили старое, видите, и вы сейчас в новых энергиях, когда вы можете начинать что-то новое, вы наполненные. Вам не надо вот этого разочарования. Да. Что вам нужно делать с ним, смотрите. Вам нужно не общаться, не отвечать на его сообщения, дистанцию держать, да, и думать о своем будущем. Не о нем думать, не о нем. Видите, в разные стороны вы тут смотрите. Нет, не о нем думать, а думать о своем будущем. Не думайте о нем, потому что вы сливаете ему энергию. Да еще и он тут думает, он еще хочет, может быть, вас в официальный брак затащить, чтобы вы никуда не убежали. Бывает такое у мужчин, как будто вот, чтобы, ну, опять же, манипуляция, чтобы вы никуда не убежали. Вот она ушла, а я сейчас тут вот сделаю так и так. Как некоторые говорят, я хочу от тебя детей, чтобы ты типа дома сделала, замуж, все, типа ты моя. Хотя ты уже давно сказала, как бы, все, ты чё? Не верим, да, не стоит, он опять вам боль причинит просто. Да, вам просто не нужно с ним общаться, вам нужно защищать свое пространство, вам нужно строить свое стабильное будущее, идти вперед, вообще не обращать на него внимания. Закрыться, пока что не пускать, да, как он будет стучаться, будет бороться, открой дверь, любимая, я там все для тебя, но он хочет вас, знаете, ну, как бы вот в такое состояние, в такую ситуацию вас поставить, чтобы вы от него зависели. Тут так. Да. Смута, сомнения. Может, говорю, будут предлагать стабильные отношения, замуж, все дела. Но это как бы последний крик утопающего. Это у них такой последний, да, последняя попытка. Подсказка на ваш вопрос. Подсказка. Поверьте в свои силы. Поверьте в свои силы. Живите для себя, своей жизни. Вас тоже благодарю, Мария. Спасибо за ваш вопрос. Давайте будем Анет. Анет, теперь у вас. Очередь пришла к Анет. Его мысли о вас. Да, он по вечерам очень много о вас думает, кстати. Энергию заряжает. Тут прям все так и написано, как бы, вот он уже такой уже злится на то, что он не может приехать. Он уже, вот видите, по вечерам, когда луна, когда темно, вечером, ночью, он постоянно думает о том, что он уже едет к вам, он уже, можно сказать, чемоданы стоят, он уже вот он готов, он думает постоянно об этом, когда спит, когда ложится спать, когда просыпается, когда вечером, ну то есть он постоянно думает
о том, как приехать, о поездке. Он весь уже в мыслях просто. Так. Ой, он думает, что у него получится все. Смотрите, он думает, что все. Он взял контроль над ситуацией, над своей жизнью, над тем, что происходит у него на работе, вообще вокруг. Он может все. Может быть, вы его так, не знаю, как-то вот подняли в нем вот эту энергию, вот эту силу, мощь, подзарядили его. Поэтому он уверен 100%, что он к вам приедет. И, возможно, не с пустыми руками приедет, а что-то привезет, что-то, что можно потрогать, что-то такое вот. Не то, что я подарю тебе звезду, вот, а что-то такое. То есть он точно уверен, что он приедет. Он все взял под контроль. Он уверен. Вдохновила, да. Вот вы, вот это все вас, вы его заряжаете. Ой, какой он, вот он у вас энергичный, да, такой вот, он весь в работе, весь в делах. И он уже хочет уйти от вот этих вот ощущений, которые вот ему приносят боль, разочарование. Вот когда вот он о вас думает, ему очень больно, что он вас оставил, что вы на расстоянии. Для него это очень тяжелые мысли, он об этом очень часто думает. Что вот я уехал, а как она там, а как, а что? И разбивает ему это сердце, ему очень больно об этом даже думать. Подарки с его стороны. Классно. Ну, видите, вы все знаете, как это понравится. Так что, если он приедет без подарка, вы такие, ну, как бы вы скажете, так, я тут подарок себе нашла, пойдем? Пойдем, купи колечко, да? Что и скучает, да, он тоже, это очень его болезненная вот эта вот ситуация, что он не может быть рядом, для него очень это тяжело. И вот он думает, что честно было бы быть рядом, потому что расстояние для него это очень тяжело. Эмоционально, вот в него внутри очень тяжело, что он не с вами. Да. Ну вот, вы одна. Он себя немножко корит в том, что он вас оставил одну, что вы одинока, что вам может быть скучно, что вам может быть грустно, что вы можете даже плакать, когда его нет, потому что он видит вас чувственную, чувствительную такую женщину, которая может всплакнуть, которая, ну, то есть поддается эмоциям, как девочка, то есть вот он вот видит вас такую вот. И он очень переживает, что он оставил вас одну. И вот он приезжает. Он думает о том только, как приехать. И он приедет как победитель. Что да, я молодец, я приехал. Он постоянно смотрит, если вы где-то в интернете есть, то он наблюдает за вами, смотрит ваши фотки. Но не говорит об этом, он может об этом не рассказывать. Много может писать сообщений, да, много общения может быть у вас. Всегда сам все дарит. А потом покупаю, что хочу. Понятно. Хороший мужчина, хороший, заботится. Поплакать могу, можете. Да, он видит, что вы чувствительная. Ну, как девочка. Ну, то есть, что вы чувствуете, то как бы показываете. Да. Он расстроен, что он не может вас поддерживать, когда вам в разных ваших ситуациях он не может быть рядом. Его это очень расстраивает. То есть вы как будто одна, самостоятельно решаете свои какие-то проблемы, становитесь сильнее, вы вынуждены там что-то решать, какие-то свои дела без него. Его это очень расстраивает, потому что он не может присутствовать и быть рядом. Ну вот опять карта, когда вот он все-таки решил, что все-таки хочу быть вместе, хочу... Ну, в общем, карта, которая говорит о том, что он хочет с вами быть всю жизнь вместе. Законным вашим мужем хочет быть. Как о маленькой девочке заботится. Ну вот. Он все возьмет здесь как будто на себя. Все возьмет, все вот эти проблемы, если что-то, все какие-то тут,
все возьмет на себя, а вам будет дарить море счастья, радость, любовь, 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 вас просто пойдем туда, встретимся с друзьями, давай вместе проведем время, там пошли туда, поехали туда. То есть будет вам предлагать такое все, кубки, 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 любовь, любовь, наполнение, наполнение, наслаждение. Ну вот, смотрите, вы его императрица, вы та женщина, к которой он готов прислушиваться. То есть даже если мужчина не признается, что он прислушивается к своей женщине, да, он все равно, ну как бы он может об этом не говорить. Мужчины как бы не говорят о таком, они просто берут и делают. Ваше мнение для него очень важно всегда. В первую очередь он прислушивается к вам и сделает так, чтобы не было вам больно, чтобы вы не были ущемлены, вот, чтобы ваши интересы были соблюдены. Здесь вот так вот. Ну, здесь все мысли о вас. Что тут? Вы сами знаете, да? Поскорее бы приехал. Вот. Какие чаще всего фантазии? Ну, подождите, он приедет и покажет себя. Какой он мужчина. Не разочарует вас, да, не разочарует. Да. Он готов на эксперименты, если вы захотите. Ну, в общем, вы знаете, что с ним делать. Вот, давайте посмотрим подсказку. Он умелый во всем, я бы так сказала. Он может все. Для Анет. Делайте добрые дела. Ну вот пока что делайте добрые дела. Не знаю, что это. Ну, не знаю. Видимо, вам вернется. Делайте добрые дела. Так что вот, спасибо, Анет, за ваш вопрос. Я восхищаюсь, он об этом знает. Классно, классно. Вы его так поддерживаете. Ну, это его очень вдохновляет. То, что вот вы тоже им горите. Ну, это очень чувствует. Поэтому круто. Дарья. Олеся П. Сейчас у нас Олеся, а потом Даргрей, да, Дарья потом. Здравствуйте, да, Дарья. Сейчас посмотрю, тут у Олеси вопрос. Да, донат, вот. Кстати, вот я прочитала, Олеся, у вас, да, вот этот ваш, то, что вы написали сейчас, то, что вы в молчании. Я почему-то вспомнила такой момент, что когда мужчина и женщина встречались какое-то время, и потом она расстается с ним, а он носит кольцо в кармане брюк и хочет сделать ей предложение, но боится. Она же рассталась с ним, он боится, просто он очень ее любит, хочет сделать предложение. Но она на него так зло смотрит. Оказывается, она от него ушла, рассталась с ним, потому что она устала ждать. Она уже устала ждать от него предложения. А он боится, он как бы хочет, но нерешительный парень. И когда он сделал ей предложение, она так обралась, говорит, ну блин, я тебе просто устала ждать, поэтому с тобой разошлись. Я не знаю почему. Вспомнилось это. Какую-то информацию скоро вы узнаете. Так, посмотрим. Чувства и дальнейшее развитие. Чувства. Его чувства. Блин, опять какую-то новость узнаете о его работе. Здесь почему-то новость о работе. Он думает про работу. Что-то у него по работе. Какие же у него чувства? Нет, мне надо чувства. Как будто тут все поменялось, как будто было все хорошо, по-домашнему, уютненько тогда, а теперь какая-то холодок какой-то пошел, холодок. Холодок. Сейчас я перескочу здесь на другой чат.
М. А тут задержка идет по чату. Устала его ждать, да. Так, а он сам-то сейчас. Серьезные чувства-то у него есть? Ну что он недоволен и что? А, он не вон чем недоволен. Я думаю, как бы я спрашиваю про его серьезные чувства, есть ли у него к вам чувства, а он мне говорит о том, что он недоволен вашим поведением. Он недоволен вашими требованиями, потому что он же должен предъявлять требования, типа того, он мужчина, и должно быть так, как он хочет. А тут вы что-то тут к нему требуете. Ставьте, возможно, ему какие-то условия, что хватит гулять, давай строить будущее, зарабатывать деньги, да, хватит обманывать, давай помогай. Давай идти вместе вперед, что-то начинать, да, новое, двигаться вперед, возможно. Вы как будто толкаете его двигаться вперед на серьезные отношения, быть вместе. А он этого боится. Сейчас. Он говорит, хватит уже сам себя обманывать, давай, говорит, тут вместе строить отношения. Вот, видите, тут карта выходит. Что вам нужно начинать новое. Тут как будто такие отношения, как будто дальше, чтобы развивались. Это как бывает, это когда встречаются какое-то время, да, а потом такое время происходит. Такой момент, точка, и когда пара или идет дальше вместе, растет, да, как будто вот, ну, перерастают отношения в другие, трансформируется это, когда встречались, потом начинают жить вместе, да, как-то серьезно, ну, то есть развивается в серьезном направлении. Или они расстаются, бывает такой момент. Здесь кого-то такой момент. И ему страшно просто, он боится, он вообще закрылся, и хочет ли он вообще серьезных отношений. Я сказала, он хочет флирта. У него здесь нету. Он хочет контролировать ситуацию, во-первых. Он хочет получать удовольствие для себя. Но вкладываться он не хочет. Потому что он хочет получить 33 удовольствия. То как бы... Если у него серьезные намерения, подожди, говорит. Он еще будет, он еще действовать какое-то время не будет. Это он слишком долго думает. Он, возможно, через какое-то время может предложить вам что-то, но он предложит это как, знаете, вы как будто здесь выше по рангу, вы как будто более сообразительные, вы больше разбираетесь в этих вопросах отношений, чего вы хотите. Он как будто еще толком не совсем созрел. И то, что он вам будет предлагать, это как будто поставит вас в зависимую ситуацию, когда вот вы не сможете сама принимать решения или действовать. То есть будете зависеть от него, ну, от чего-то, от обстоятельств. Вот. И когда мы ждем мужчину, мы живем его жизнью, получается. А вообще мужчина не принимает. Если мужчина не принимает решение, а оставляет все на самотек, это тоже решение. Значит, его решение не, ну, как бы нет, он не решил, что ничего не будет принимать. То есть я ничего менять не буду. Он видит, что вы хотите серьезных намерений. Он видит, и он этому сопротивляется, как будто. Вы хотите серьезных намерений, иначе смысл тогда вообще, да, зачем? Поэтому вы не даете ему эти 33 удовольствия, которые он хочет. Вы ему даете шанс, вы как будто ему даете шанс на серьезные отношения, вы как бы и не против, вы даете шанс, но только как бы давай, действуй, ну, как мужчина. А он нет, он не действует, он уходит. Это не то, что уходит, аж прям бегом бежит, типа. Он как-то серьезных отношений.
Не дорос как будто до серьезных отношений. То предложение, которое он вам даст, это как иллюзия. Это как будто ничего стабильного, ничего конкретного. Вот. Как будто он еще не готов к серьезным отношениям. Здесь как-то так. Разводится. Может быть, он не хочет пока серьезных опять заводить. У него сейчас, видите, какое состояние? Очень тяжелое. Ему сейчас тяжело. У него разбитое состояние, тяжелое. Это когда ни о чем не хочу думать, меня все достали. Оставьте меня в покое. Такое вот. Пусть это все закончится, вот эта вся ситуация, как будто его не ценят, как бы он там не старался, что-то там все происходит так, что он никому не нужен, его не ценят, его не замечают, что-то такое. Такое вот у него состояние внутреннее. Вот такое. Ну, дальнейшее развитие отношений у вас могут отношения перерасти в семейного характера отношений, но за это нужно будет побороться. Да, чтобы это сохранить. Будет ли он бороться? Он будет хитрить, он будет тут как-то хитрить, изворачиваться. Он долго как будто не будет принимать решения. Может перекладывать его. Да, он долго не будет принимать решения. Он будет, долго, он не сможет. Он не может сейчас, по крайней мере, на данный момент, быстро принять решение. Это зависит от ситуации. Здесь нужно будет ждать. Здесь нужно будет ждать. Пока брак невозможен. Пока он хочет отдохнуть, пока он хочет, чтобы его никто не тревожил. Какое-то время, по крайней мере, пока нет. Да, потому что ему уже делали больно, он знает, что это такое, и он вообще пока что не хочет. Он будет от серьезных отношений бежать, он будет бежать пока что. Пока что нет, надо какое-то время переждать, если нужны серьезные отношения. Да, тут нужно будет побыть одной. Здесь нужно будет ждать его как минимум полгода. Быть одной без него. Здесь не будет пока что ничего такого стабильного. Вы можете общаться так, как общались раньше. Возможно, это тяжело, да. Пока что совершить вот этот вот резкий прорыв вперед не получится. Ну-ка сейчас посмотрим еще. А еще дальше в будущем. Возможен ли брак? Когда он уже успокоится-то? Брак возможен у вас в будущем попозже. У вас возможен брак. Но здесь возможно еще условия, которые вам, не знаю, подойдет или не подойдет. Здесь условие, что вы будете беременны. И тогда возможен брак. Или возможен брак, вы забеременеете. Тут как бы да, брак возможен, но не сейчас. В ближайшие полгода точно нет, серьезных намерений не ждите от него. Потому что он сам в раздрае, он хочет отдохнуть, чтобы его никто не трогал, чтобы ничего от него не требовали. Как бы вот, ему надо восстановить силы. А потом, вот, пожалуйста, да. Тут возможно у вас семейные отношения, перерасти отношения в семью возможны. И, возможно, девочка, да, беременность здесь у вас. Беременность идет, ребеночек. Если вы хотите, но если вы не хотите, то будьте аккуратнее. Условия хорошие, да. Ну вот, смотрите сами. Да, возможен этот официальный брак. Официальный брак тогда возможен. Ну, раньше нет. Раньше он будет отстаивать свою позицию. Раньше не получится, но вы можете
с ним общаться нежно и ласково. Нежно, главное, нежностью своей вы его покорите. Да. Потихоньку переводите его на новый уровень, ну, то есть на общение. Больше общайтесь, спрашивайте о работе, возможно, о будущем лучше не надо, он еще сам не понимает, что он хочет, потому что у него в мыслях туман, как бы, пока что он не знает, не хочет думать даже об этом, не хочет думать пока. Так что здесь надо время. Дадите ему это время. Или пусть он сам разбирается пока это время, вы пока займетесь чем-то своим. Но вы будете чувствовать себя одинокой просто это время, если будете его ждать, там, да. Вам надо чем-то заняться собой, там, какими-то увлечениями. Не зацикливаться. Так возможно даже, да. Так, подсказка на ваш вопрос. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Видите, все может получиться. А время, оно быстро пролетит, кстати. Так что смотрите сами. Может, за это время там много чего произойти. Вот. Так что спасибо вам за ваш вопрос. Так, Дарью смотрим. Дарья, вас смотрю. Он чувствует давление, Дарья, он чувствует давление от вас, от ситуации, которая происходит. Мужчина чувствует давление. Так, правда, мне отказался от чувства эмоций. Нет, ну неправда, не на самом деле, он сам себя обманывает. Смотрите, чувства у него есть, и чувств много, эмоций много. И он сам себя обманывает, что он может легко от этого избавиться, что он может это контролировать. Нет, ему слишком хорошо, ему слишком... Он не может от этого отказаться. Слишком хорошо. Вы помогаете, как будто ему жить дальше, вы его наполняете. Но его границы вы нарушаете. Да, но вы в его мечтах, вы в его голове. Но вы его очень прессуете, что ли, как-то, не знаю, очень давите на него. Очень давите. На самом деле он сам себя обманывает, что он готов от вас отказаться, что это все так легко, что как бы все. Он просто это говорит вам, потому что чувствует давление, что вы немножко ослабили вот этот контроль, чтобы вы не думали о нем. Когда мужчине думаете, мужчина это чувствует, ему это не нравится. Пропадает инстинкт охотника. Он должен чувствовать, что вы не совсем ему принадлежите, что чего-то ему не договариваете. Тайна должна быть какая-то такая вот у вас. И поэтому он вас отталкивает. Ну, забудь про меня. И если нужно будет, он вас завоюет снова. Не переживайте. Так, что он намеревается делать там? А он будет делать то же, что и делал раньше. Пока что ничего не поменяется. Он будет делать то же, что и делал раньше. Будет говорить то же, что и говорил раньше. Будет в основном делать все на словах. То есть будет говорить, разговор будет. Будете общаться. В течение полугода он точно ничего такого. Будет общение. Ничего не делал раньше, и сейчас ничего делать не будет в ближайшие полгода. Вот у него такая политика. Вот. А вот дальше, подождите полгода, занимайтесь своими делами, как он говорит. Я же говорю, дальше он может ринуться вас завоевывать. То есть пока что нет. Будет от него известие, будет новости, не переживайте в эти полгода. Он вас без внимания не оставит, но в то же время вам не нужно на него давить. То есть от него известие.
вы занимаетесь своей жизнью, а потом он объявится. Он как бы вот, он не сможет же, он не сможет сам себя обмануть, свои вот эти чувства. То, что как ему классно, это внутреннее. Чтобы он не говорил, ощущение это другое. Видеться, ну, возможно, вы не будете видеться, да, это время. Видите, здесь человек захочет побыть один, вылечить свое вот это вот сердце, разобраться, чего он вообще хочет. Он может вообще не только с вами не общаться здесь, он может вообще на какое-то время даже приболеть, закрыться от всех, отключиться. Ему нужно подумать, у него сейчас будет голова думать, мозг еще больше. У него и так там в голове полно мыслей. Вот. Поэтому то, что вы на него давите, для него это, его только злит, его это злит. Он хочет сам контролировать все. То есть, когда придет, тогда придет, тогда вы его встретите, приголубите, накормите, как говорится. Вот. Но это решает он, когда ему приходить, когда уходить. Здесь как бы так. Придет, идет, да, а то, что он, видите, вас оставляет одну, естественно, это вам не нравится. И в будущем то же самое будет происходить, то же самое будет. Будет приходить, уходить, скорее всего. Приходить будет феерично, потом опять будет уходить. Как-то вот так вот. Сам себя обманывает, да, сам себя обманывает насчет чувств, да, что он может легко контролировать к вам, это он, да. Это не так. Он не сможет отказаться. Слишком с вами хорошо. Что же делать-то? Он не сможет отказаться. Будет как раньше, будет нервы вам мотать, будет приезжать, будет все хорошо, потом опять будет фигово, все вот так вот как-то вот. То есть здесь нету стабильности и постоянства. Здесь будет как раньше и будет тяжело. Тяжело это все. Пока он агрессивно настроен, он не решается быть ближе, он не решается вообще просто на серьезные отношения пока что. Он настроен агрессивно, если вы будете нападать, он вам ответит еще круче. То есть он более такой агрессивный, не надо его злить. Это как вот к огню спичку поднесете, все всполыхнет там, да, там вот он не вот так, лучше его не трогать, не злить. Он должен остыть, он пусть остынет. Вот. Вы просто занимайтесь своими делами. Примите решение не думать о нем просто, переключитесь на что-нибудь, займитесь какими-нибудь другими делами. Не рассказывайте все о себе до конца. Вот. Пусть будет какая-то загадка у вас. Здесь как-то так. Но известие от него потом получите, он еще вернется. Это не значит, что он ушел, он еще вернется, это точно. Так что здесь нету такого вот прям расставания и все. Нет. Ему просто нужно время подумать, чтобы его никто не напрягал. Хочет разобраться с мыслями, чтобы никто не дергал его. Вот здесь так. Он как решит свой вопрос, возможно, да, он приедет даже. То здесь как-то будет у вас встреча, вы не расстались, не переживайте вообще абсолютно. Так, подсказка Дарья для вас. Подсказка. Используйте свое обаяние. Используйте свое обаяние. Будьте милы, очаровательны, сама в своих делах. Я красивая, я пошла, тебе надо. Ну, когда будешь свободен, приезжай. Все, пока. Мне некогда, у меня там пирог, у меня тортик, сейчас гости придут. В общем, завидно будет. Что-нибудь такое вот, девчачье такое. Ну вот, как вы понимаете. Но не рассказывайте все до конца. Кто придет, что придет, то извини, мне некогда. Ну, приедешь, поговорим, давай. Все, целую, пока там, все. Давай, дорогой, я побежала. Ну, что-то такое, знаете, заинтересуйте просто и убегайте.
Вот, спасибо за ваш вопрос. Сейчас посмотрим. Да, спасибо, что за прошлый эфир тоже я поняла. Так, Алина. Сейчас посмотрим, Алина. Сейчас посмотрим. Так, пауза или конец? Пауза или конец? Ну-ка. Пауза. Это пауза. Вы еще узнаете о нем какие-то новости. Кстати, вы о нем узнаете какую-то информацию, которую вы сейчас не знаете. И даже вы можете не догадываться. Что-то тайное узнаете, какую-то его тайну, что-то такое. Ну или просто информацию, которую вы о нем еще не знаете. Может быть, почему у вас произошла размолвка, вы узнаете в итоге. Может быть, вы не до конца знаете, почему. Почему он ушел, почему он охладел, почему он так среагировал. Возможно, вы не знаете, но вы узнаете. Возможно, он стоял перед определенным выбором, как действовать. И он, возможно, принял какое-то неправильное решение. Да, и, кстати, он знает, что он какое-то неправильное решение принял, потому что сейчас у него какие-то тяжелые чувства. Но у вас пауза. Пауза. Нашел ли он другую? Так, он весь погряз в работе. Возможно, если он ездит в командировки, если у него кто-то там, у него, возможно, есть какие-то обязательства, которые нужно делать. Может быть, это связано с работой, с движением, с переездами, с отношениями. Обязательства с отношениями. Интересно. Вот у него работа, движение, переезд, возможно, командировки, да. И здесь что-то такое, у него есть обязательства перед кем-то, не знаю перед кем, но у него есть обязательства, от которых он не может отказаться. Видите, у него здесь какие-то, может быть, взаимоотношения, взаимоотношения с кем-то, с какой-то женщиной, да. Возможно, какие-то отношения, которые ему нужно решить, то есть какая-то ответственность перед ней. Кто это? Не знаю, кто-то, кому нужна его помощь. Возможно, это тот человек, с которым они были в отношениях. Сейчас не в отношениях? Нет, сейчас, скорее всего, нет. Какой-то человек попросил его о помощи. С которым они раньше близко общались. Возможно, была влюбленность у них. Кто-то из прошлого попросил помощи, и вот он помог. Не знаю, с чем это связано. Может быть, здесь какие-то дети еще замешаны. Может, какие-то чувства к человеку. Может, близкий какой-то человек. Для него какой-то близкий человек просил помощи. Здесь не знаю, почему так выходит. Не знаю, может ли он скрывать какие-то отношения. Непонятно. Скучает ли он по вам? Насчет того, скучает ли он по вам, здесь как будто у него сердце болит за вас. За вас болит сердце. Переживает сильно по вам. Переживает, что вы расстались. Переживает, что так получилось, что это нужно было сделать. Переживает. Но у него к вам есть притяжение интимного характера. Вы его очень притягиваете.
Пока что он как будто не может объявиться, приехать не может. Блин, я не знаю, есть ли у него серьезные отношения. Может быть, у него в другом городе кто-то есть. Может быть, и кто-то есть в другом городе. Это я не могу сказать. Если он в браке, он не состоит же, да? Нет, все-таки узнайте, нет ли у него к женщине, ну, вообще, как бы, официальной жены, детей, вот этого нет у него в другом городе? Или, может быть, это родственники, кому он... Если нет официальной жены и детей, то, может быть, кто-то из родственников, какая-то женщина, его просила о помощи, поэтому он туда ездил. Я не знаю, почему так выходит. Или может кто-то, не знаю, или женщина с прошлого, с которой они расстались, попросила помощи. Может быть, они были раньше вместе, даже, может, не были вместе, но она ему нравилась. Вот у них общение какое-то было. Да, он объявится. По солнышку, да, он объявится. Тогда, когда он решит. Когда, спросила, когда он объявится? Вышел он такой, типа, я когда решу, тогда и объявлюсь. Когда у него что-то разрушится, мечта. Когда у него разрушается одна мечта и появляется другая. Он как-то резко появится. Подождите, он придет, резко появится, у него начнется какой-то новый этап жизненный. Он решит, что он хочет все по-другому поменять. Да, какое-то время надо будет его ждать. Но это вам решать, ждать или не ждать. Он объявится. Но когда не показывает. Он не показывает, потому что, ну, не знаю, он сам решает. У него что-то должно произойти, он сам должен там определиться. Но он объявится. Насчет скучает, думает, что переживает, что вы расстались, потому что его к вам тянет. Он объявится в любом случае. Что-то вы еще не доделали, с ним еще не договорили все, что нужно, не выяснили, не прожили, не пережили вот это вот какая-то ситуация, то есть еще не закончено с ним все. Точно объявится. Вот. Так что так, какой-то урок еще с ним не прошли. Не все еще сказали друг другу. Как-то вот что-то такое. Так, подсказка. Подсказка для Алины. Не начинайте новое. Алина, не начинайте новое. То есть разбирайтесь с этим мужчиной. Не начинайте новое, не нужно ни с кем ничего там знакомиться. Подождите, разберитесь с ним сначала. Да, вам нужно решить с ним вопрос. Просто с ним поговорите, когда он объявится. Поговорите о том, как вам дальше общаться, что вы хотите, что вы планируете, как вы хотите, как он видит ваше будущее, да, ваше общение, как бы он хотел там, да, как бы вы хотели. Как-то вот так вот обсудите, поговорите. Вот, потихонечку к этому подведите и все. Вот, с ним поговорите. Вот, спасибо. Спасибо вам тоже, Алина, за ваш вопрос. Сейчас посмотрю быстренько, еще есть донатики? Да, еще есть. Светик у нас. Светик, донат. Сейчас посмотрим. Его чувства к вам.
Ой, он очень грозный, кстати, насчет его чувств. Он очень злится на вас, я бы так сказала. Так что Светлана, он зол, он очень зол. Так, давайте посмотрим чувства, его чувства к Светлане. Он обманывает себя в чувствах. Он очень злится и обманывает, что он вам ничего не чувствует, что нет, это все легкий флирт, это романтика, это все как бы вот, это все неправда. Вот он себя обманывает, что он может это контролировать. Это все несерьезно, он себе говорит, это все несерьезно, на самом деле это все очень серьезно. То есть вас он видит как девушку, с которой можно построить серьезные отношения, с которой он хотел бы построить серьезные отношения. И то, что произошло у вас, какая-то размолвка, да, он себя уговаривает, что все это несерьезно, я не буду переживать, там, ничего страшного. На самом деле он переживает, он думает о том, что, блин, вот с ней бы я хотел бы серьезных отношений, да, я бы хотел попробовать, чтобы вот наладить отношения, помириться, я бы не хотел ссориться, вот ну, тут как-то так. Он бы хотел наладить коммуникацию, поговорить с вами, рассказать вам что-то, но он не может это сказать. И он расстроен, что он не может вам сказать этого. Потому что вы там, где вы, а где он там как бы. Ну, вот. Ну, чувства есть, но они такие, знаете, когда он должен сделать определенный выбор, на что-то решиться. У него как-то нестабильно еще вот это все состояние. Но нет, он не в моменте выбора сейчас, он решает пока выбор не делать. Пока решает переждать. Еленка, доброй ночи. Пока решает ничего не делать. Перспектива отношений. Какая же перспектива? Ну, очень даже классная перспектива отношений, смотрите. Вы можете начать отношения страстно, рьяно, так сказать, активно. И это все перерастет в серьезные отношения, когда он может предложить вам замуж. Тут перспектива отношений, то есть как бы вот через страсть, через желание вы становитесь его самой желанной женщиной, которую он не хочет отпускать и никому отдавать. Отношения могут в это перерасти. Сколько стоит донат? 200 рублей, там пройдете, увидите. А, я еще задала вопрос. Хорошо, сейчас Светику ответим. Вот будет ли он что-то делать, он будет делать, как только он решит, что он хочет видеть вас в вашей своей судьбе. Как только он решит, что он хочет будущее с вами, он начнет действовать. Но пока он тут не действует в ближайшее время, он сомневается, он сейчас перед выбором стоит. Как только он этот выбор сделает, он начнет планировать ваше будущее, и он начнет планировать, как он может к вам поступиться. Какой-то будет искать шанс, возможность. Будут действия с его стороны, да. Ну, какие именно действия? Смотрите, он будет отражать вашу атаку. Как будто, не знаю, у вас баталия все равно. Может быть, вас будет не устраивать то, что он предлагает. Потому что у вас своя точка зрения, у вас свое будущее. Не состыкуетесь тут насчет, как должно быть. Или должно быть, как вы хотите, или вот никак. Он будет отстаивать что-то свое, как он хочет. У вас какое-то свое видение. В итоге вы все равно можете, знаете, расстаться. То есть у вас будет еще общение, но вы потом опять можете поругаться. Потому что не сможете договориться. Будут действия, будут новости от него, будет разговор.
Возможно, он вас куда-то может пригласить на общее мероприятие, какая-то общая встреча с друзьями, где-то вы можете встретиться, куда-то пойти, пообщаться. И вот там вот это вот будет у вас общение, когда вы выясните, кто как хочет, как он видит ситуацию, как вы, чего вы хотите. И вот тут вы можете не сойтись как бы вашими мыслями о будущем. Да, вы можете тут вообще разбежаться и каждый пойти своей дорогой. Вообще просто каждый свою дорогу разбежаться. Но на какое-то мероприятие он вас пригласит, потому что где-то вы это будете обсуждать. Он примет решение, и вы где-то будете это обсуждать. А после того, как вы обсудите, видите, тут у вас каждый уйдет с разбитым сердцем, потому что не получит, что он хочет. Видите, вы пойдете, скорее всего, в новое. Да, у вас будет разговор еще, после разговора вы поймете, что делать и как делать, нужно вам это или нет, какие отношения между вами возможны, что он может предложить, что вы можете предложить. А потом, знаете, вы можете потом долго не общаться после вот этого разговорчика, но потом мужчина снова может объявиться. Вот у вас Санта-Барбара, прям мужчина может снова объявиться, да. Он может снова настаивать. Здесь как-то вам нужно договориться об общем будущем, кто как хочет. Кто как хочет, как должно быть. Пойти на уступки возможно. То есть вы идете на уступки ему, и он вам. Как-то вот договориться. Потому что перспектива-то у вас есть. Вы просто не хотите. Каждый закрыт, вы не доверяете друг другу, понимаете? Вы друг другу не доверяете, закрыли свое сердце, не доверяете, не рассказываете, потому что вдруг он сделает больно, или она там, да, или воспользуется. То есть вы не можете доверять друг другу вот открыто, не можете все рассказать. И каждый мечтает о своем, как должно быть, у каждого есть своя мечта какая-то. Вот. И если вы вот это не обсудите, да, то вы так и будете, у вас не будет стабильности. Да, также у вас, видите, нету движения. Но если вы обсудите, здесь может двинуться немножко с места вот это вот, то, что у вас происходит. Мужчина может взять ответственность, да, тут только нужно будет подождать. Мужчина поймет, как нужно действовать, что нужно делать и что вам нужно. И потом через какое-то время все наладится. Вот. Вы просто сердце не можете открыть друг другу, вы не можете доверять. Как могут быть отношения, если вы не можете доверять? Здесь нужно или доверять, или тогда нет смысла в отношениях. Мужчина должен знать, чего вы хотите. Мужчине надо желательно говорить это четко, как есть. Чтобы он не придумывал, не угадывал. Так вот. Как бы вот здесь так. Здесь возможно, но тут нужно доверять, научиться. Вот. Но тут надо двоим доверять. Не в одни ворота. Да. Так, посмотрим. Подсказка на ваш вопрос. Делайте добрые дела. Делайте добрые дела. Кто не поставил лайк, поставьте лайк. Будет доброе дело. Вот, так что здесь так. Тут еще не все потеряно. Так что вот. Сейчас я посмотрю донатики. Благодарю вас, тоже благодарю. Светик, спасибо за ваш вопрос. Сейчас Ольга у нас и Алина потом. Ольга, здравствуйте. Давайте посмотрим. Ага, личная жизнь до конца лета.
События личной жизни до конца лета. Вы хотите, смотрите, ваше будущее, прям показана карта будущего. Ваши действия, ваше будущее, оно закрыто завесой тайны. То есть вам не нужно знать, потому что если вы узнаете, ну, в любом случае вы узнаете, но не знаю, сейчас или нет, сейчас мы дальше еще пораскладываем, но говорят, что как бы нежелательно раскладывать, потому что вы узнаете, тогда немножко поменяется у вас будущее, да? Но здесь говорится о том, что в будущем вы узнаете то, что изменит вашу жизнь. Не будет так, как раньше. Это, знаете, это как вот, например, женщина, которая еще не рожала, она не знает, что это такое. А когда она родила ребенка, у нее мир, вы знаете, до рождения и после рождения. То есть поменялась она, все, она поменялась, она не может обратно вернуться, когда вот она еще не рожала, не знает, что это такое. То есть мир поменялся. У вас в будущем ждут какие-то изменения, когда вы изменитесь, когда вы узнаете что-то такое, что изменит вашу жизнь и уже как раньше не будет. Поэтому будьте готовы. Так, все-таки личная жизнь. Появится ли мужчина? Но все-таки смотрите, появится ли мужчина. Какие-то страстные отношения могут появиться, но сам мужчина-то нет. Сам мужчина, тут нету мужчины пока что до конца лета стабильного, который бы вас устраивал. Нету, все-таки нету, видите? Нету пока что вот этого шанса, возможности взять то, что вот не дают пока вам, пока не дают. И будут такие возможности легких отношений. Страсть на одну ночь, возможно, даже вот, неожиданно как-то. Но потом вы разочаруетесь и подумаете, нафиг это надо было. Не, как бы не буду больше общаться с ним. Такое даже может быть, даже вот. Но вот шанса на стабильные отношения почему-то не будет. А потому что закрыто все, да? Почему? Закрыто, вы будете заниматься работой. Вы не едете в какую-то поездку, в которую надо поехать, кстати. Если нужно обучаться по работе, обучайтесь. Если на какой-то курс вас отправляют, идите, обучайтесь. Если вы вам нужно здесь, знаете, подстать вашему мужчине. Вы должны подстать вашему мужчине. Потому что здесь у вас получается, что почему не дают вам шанса, на знакомство приходят не те, они приходят для, проходящие, да? У вас пока закрыто, потому что вам надо вырасти в рабочей сфере. Вам надо стать классным специалистом, обучиться, возможно, командировки или что-то там ездить на обучение, что-то с этим связано, продвижение по службе. Вам нужно повысить свой как-то вот финансовый уровень, свою должность. Потому что в будущем здесь есть мужчина, здесь появляется, как только вы повышаете свой статус, вы как-то в работе, как будто повышение в работе, что ли, чему-то надо подучиться, как-то вот, чтобы должность, чтобы вас повысили. Спросите, я вот хочу повышение, что мне надо там сделать, что-то надо выучить, или, есть же такая возможность вырасти, хочу до начальника, например, что-то такое. То есть здесь вот, видите, вам надо вырасти, и человек появляется в вашей как бы жизни. Пока что закрыто, потому что вы не можете сойтись вот этими энергиями. Он вас не увидит, не заметит, и вы его тоже. Вы как будто не в поле общего, вот не ходите в общем поле, вы не как вот, не рядом вы, не пересекаетесь. Собираюсь на учебу летом. Во-во-во, это прям вот это очень хорошо. Вот это вот после этой учебы ждите, скорее всего. Если вы идете на учебу, это прям супер. Это прям вот очень даже хорошо. Потому что перед тем, как вы познакомитесь со своим мужчиной, у вас здесь как раз-таки учеба идет. Учеба, повышение в работе, что-то такое, вот у вас движение какое-то идет в будущее ваше. Вклад в будущее, движение в ваше будущее.
И здесь как будто, знаете, вы приняли решение, что вы будете действовать быстро, активно, что вы не будете эмоционировать там, не будете плакать, что что-то не получается, вы просто будете действовать и все. Вы не будете сидеть и думать, мечтать, например, вы будете действовать. Вот. Оплатила уже обучение, классно. Я так рада за вас. Учиться это вообще супер. Это когда знания получаешь, тем более от крутых специалистов, это вообще супер. У вас больше возможностей откроется. И там, появляется тут как будто человек, который начинает вам помогать. Какие-то такие, знаете, мужчины, которые будут не те, они уйдут. Они уйдут. Пока что они есть в вашем окружении, они будут еще какое-то время. В ближайшие полгода будут какие-то такие приходящие, уходящие, воду мутить будут. Вот. Вы поймете, что с ними делать, там, хотите, общаетесь какое-то время. Тут несерьезно. Да, которые будут вас ограничивать там, да, или что-то командовать там, свои какие-то, знаете, ревновашки будут, вам это не надо, вы скажете, ладно, пообщались и разошлись, да, вы таких не будете подпускать, кстати, к себе. Вот когда как раз-таки вы приняли на себя ответственность большую, вы завалили, так сказать, получать знания, и это к лучшему. Это вообще крутяк, да. Это как будто, знаете, вот эти знания, то, что вы идете учиться, это открывает вам дорогу к деньгам, и притом каким-то вот таким, как сказать-то я даже не знаю. Официальный брак, деньги. Так, что уходит? Несправедливость как будто уйдет из вашей жизни. И приходит вот это вот, смотрите, вот по смерти, что уходит, это вот несправедливость идет, и придет вот именно счастье. Семейное счастье, оно придет. Да, только подождите, говорят. В общем, учитесь. Потом вы пересечетесь, учитесь. Вам будут встречаться сейчас люди, которые несерьезные. Флирт. Будет флиртуйте, если хотите, но это несерьезно. Вы не будете встречаться, вы можете общаться, но не будете с такими встречаться. Это нормально. Но еще там будущее не все известно. Когда вы узнаете то, что вы не знаете, ваша жизнь изменится. И вы узнаете, ваша жизнь изменится. Что-то такое узнаете интересно. Мне даже самой интересно, чему вы научитесь. Здорово. Что-то классное. Так что хорошо, что вы пошли. Знаете, с этим обучением это как будто вы обретаете какую-то свою внутреннюю силу, когда вот вы боитесь, что, например, что нету денег, что приходится бороться со всем миром, да, и вот вы обретаете эти знания, вы идете вперед, несмотря ни на что, не важно, что там происходит вокруг, вы поставите цель, и все, у вас пойдет. Если вам нужны деньги, клиенты, у вас все пойдет. Вы станете классным специалистом, у вас энергия поменяется, вы станете увереннее в себе, вы сможете покупать себе то, что вы хотите, вы будете выглядеть по-другому, лучше будете выглядеть. Как-то вот будете, знаете, чувствовать и наслаждаться, делать то, что вы хотите, что приносит вам удовольствие, вы будете от этого кайфовать. Классно тут прям. Мне так и хочется дальше что-то говорить, потому что, здесь прям будет все хорошо. Вот, карта перевернулась. Проявляйте активность. Так что проявляйте активность, все правильно. Классно. И вот еще одна карта. Используйте свое обаяние. Проявляйте активность и используйте свое обаяние. Улыбайтесь. Классно. Так что я рада за вас. Спасибо, Ольга, за ваш вопрос. Давайте посмотрим Алину.
Если новый мужчина на пороге, да, для серьезных отношений. Мгм. Здесь как будто вам надо насладиться самой. Сам мужчина. А мужчина или это она должна? Нет, он все-таки будет, он все-таки будет. Здесь говорится о том, что просто здесь вам надо наслаждаться больше, видите? Пришло время, когда вам должно быть пофиг на этого мужчину, но расстались и расстались, не надо переживать. Вам надо научиться наслаждаться жизнью самостоятельно. Здесь как будто вы это заслужили. Поймите, что вы заслужили быть счастливой. Поймите, что вы заслужили себя радовать. Что вы как солнышко, как лучик солнца. Вы для кого-то вообще вся жизнь, не знаю. Вы такой человечек, который вот заслуживает счастья. Поверьте и разрешите себе быть счастливой, независимо от того, кто рядом вообще. Кайфаните, купите то, что вы хотели, то, что внутри душа ваша просит. Сделайте то, что вы хотели, там, съездите, куда вы хотели. Не знаю, порадуйте себя, порадуйтесь. Вот это вот вам нужно научиться, да? Я спросила, ну тут что как бы вам что, одной что ли радоваться, да? Вот, что, одной получать удовольствие, все-таки мужчину-то дайте. Вот мужчина, вот когда вы научитесь радоваться, видите, понимать, чего вы хотите, не бояться быть ребенком, не бояться там, не знаю, что о вас подумают, радоваться жизни. Тут появляется мужчина, который такой же, как вы, который любит путешествовать, который, знаете, такой компанейский. В компании вы его сразу увидите. Он общительный, он общается со всеми. Ровно, хорошо, стабильно, как бы вот он такой вот стабильный мужчина, завидный жених, я бы так сказала, знает, как зарабатывать деньги, да, занимается спортом, классного телосложения, ну что вот, привлекательный, да еще язык подвешен, умеет общаться со всеми, умеет находить подход. Какой-то вот такой. Добрый вечер, Марина. Не, без доната у нас подсказки. Если нужна подсказка на какой-то вопрос, напишите подсказка. Я дам на карте подсказку. Вы, может быть, перекинете потом на свой вопрос. Так вопросы задонатите у нас. Вот, так что смотрите. Учитесь наслаждаться собой. Забудьте про расстались, да. И на вашу энергию счастья и радости. Когда вы кайфуете от сама себя, там, да. Купила классную футболку, сумку, там, туфли и пошла такая вся... Наслаждаетесь, ей мороженое. И такой же кайфуша придет к вам. Такой же мужчина, который любит, кстати... Любит он телесные вот эти прикосновения, он такой тактильный, любит прикасаться, любит, когда женщина красиво выглядит, кстати, когда ухожена, любит вкусно поесть. Такое, вот, знаете, ну, вот эти все мелкие житейские радости любит дарить подарки. Такой мужчина придет, когда вы вот в этом кайфе, и он тоже, и он будет кайфовать, и вы вместе с ним. Какой-то вот такой мужчина придет на вашу энергию. Вам нужно научиться радоваться жизни, радоваться просто. Наслаждаться тем, что есть. Свободно, так свободно. Ну кайф же, делаю, что хочу. И вот он как-то сам от раз и приклеится. Я не знаю почему, но вот тут так. Такое же придет. Так что, ну, хороший мужчина, хороший. У вас энергетика будет одинаковая. Он будет позволять вам радоваться и позволять вам быть маленькой, если захотите, да. То есть вести себя, как вы хотите. Вы с ним сможете себя вести вот как хотите. Вот хотите сегодня быть такой, будьте такой. Хотите другой двигун, он вас примет любой. Какой-то такой. Ну, он придет тогда, когда вы избавитесь от своих зависимостей. Я просто сроки хотела узнать, как быстро он придет к вам на пороге-то. Все-таки вам нужно избавиться сначала от своих зависимостей, от вот этих старых воспоминаний, старых отношений. Вам не нужно быть зависимой от партнера. Вам нужно научиться кайфовать самостоятельно. Видите, у вас зависимость от человека. То есть человек рядом, я счастлива, как бы по умолчанию. Нет никого рядом, мне как-то вот грустно и что-то вот не хватает, да, как бы. Есть человек рядом, он не даст вам счастья, если человек рядом есть, смотря какой человек.
То есть вам, ну, вот избавляйтесь от этих вот своих внутренних установок, что я счастлива только когда кто-то рядом. Мужчина, например, может дать вам счастье. Мужчина может, знаете, сколько проблем принести? О, без него-то как классно! Так что кайфаните, он сам придет к вам, ваш мужчина. Когда вот эти вот всякие вот установки, они закончатся. Что вам классно, когда кто-то только рядом, только с мужчиной. Это нет. Ну, вы еще сомневаетесь, вы еще не уверены, что на самом деле можно быть счастливой самостоятельно. Ну, вы к этому, возможно, придете, вы придете. Потому что здесь классный мужчина появляется. Ну только давайте, боритесь уже с этими внутренними своими установками, и придет вам мужчина, кстати, по судьбе придет. Тот, кто для вас предначертан, и с которым даже можете, ну, как бы серьезно совместно, видите, семья. Тут и тот мужчина, который вам по роду даже, которого вы вообще не пройдете, вообще, и он тоже мимо вас не пройдет. Вот это вы только внутреннюю борьбу свою заканчиваете, когда вот эти установки вам мешают жить, относиться вот к людям, к себе, по-другому, вот немножко не так. Меняйте свое мировоззрение от этих привязок. Отвязывайтесь. Научитесь кайфовать. Получать удовольствие от себя, от того, что вам нравится. Занимайтесь тем, что вы в детстве хотели, что вам нравилось такое, что приносило вам кайф, удовольствие. Что за такое? И он на вашу энергию приходит, он вообще мимо него не пройдете. Он вам по судьбе. Даже если захотите пройти мимо, вы не сможете. Вас толкнут. Так, Алина. Следите за знаками, которые подает вам Вселенная. Видите, знаки вам подаются. Поэтому обращайте внимание на все, что происходит вокруг. Обращайте внимание, что это неспроста. Почему так получилось? А это что, почему получилось? Делайте выводы. Вот, поэтому хороший мужчина к вам идет. Вы будете на одной волне с ним. Вам будет весело. Ну, классно будет. Так что, Алина, спасибо за ваш вопрос. Не зацикливайтесь на этом мужчине, неважно, кто будет рядом, этот или другой. Вы можете быть счастливой. Так, у меня свечка погасла. Сейчас я... Залезла, достала. Ой, и нагрелась здесь как. Сейчас зажгем. Ну давай, хватит выпендриваться, ну. Все, спасибо. А то тут вот не буду зажигать, посмотрите на меня. Да вот да. Мы уже смотрели, что розовые спички. Это тут так. Этот дым. Так, донаты я вроде бы... Сейчас я посмотрю донаты, все ответила. Да, донаты все ответила. Давайте чат глянем. Если кому-то подсказки не дала, вы напишите. Сейчас я чат посмотрю. Тогда на 200 рублей я говорила. Елена Воронова, добрый день. У нас вопросики за донатики. Но если вам нужна подсказка, вот на этой колоде я даю подсказки, вы можете написать подсказка и подумайте там о своем. Вроде шапку не надевала. Ой, сегодня такой день был. Давайте, в общем, если нужна подсказка. Уже слово выпендриваться. Так, сначала так, кто у нас первый по подсказкам? Марина. Подсказка по отношению к Игорю, новый знакомый. Для Марины подсказка. Будьте осторожны в словах. Смотрите-ка. С новым вашим знакомым будьте осторожны в словах.
Аккуратненько, он все записывает. Ну, это я так, смотрите внимательно. Так. Ой, Александр, я не знаю, будет ли приход большой суммы, раздадите ли вы долги. Могу только подсказку дать, а дальше уж, если вы работаете, то вы раздадите. А если нет, то я не знаю как. Так, посмотрим для Александра подсказку. Подсказка для Александра. Дайте себе отдохнуть. Дайте себе отдохнуть, Александр. Тут, видимо, нужно подумать, какой-то план составить. И вот еще вам подсказка, Александр. Будьте осторожны и внимательны во всех делах. Так что будьте осторожны. Нужно отдохнуть, значит, нужно подумать. Надо отдохнуть, подумать, составить. В общем, вы, может быть, сильно загружены. Поэтому... Елена Воронова, подсказка. Елена Воронова, подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. У вас сейчас время не действовать. Видите, сделайте передышку, все обдумайте. Займитесь собой здесь. Отдохните. Подумайте о себе в первую очередь. Как-то так. Благодарю вас тоже всех. Спасибо, что на эфирчики приходите. Эфирчики у нас по субботам. Подсказки у нас бесплатные. У нас платные только вопросики. 200 рублей, там донатик. По ссылке пройдете, там донат. Вот, так что приходите, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. Потому что эфиры каждую неделю. И есть общие расклады. Послание из будущего уже, кстати, было. Можете в записи посмотреть 10 посланий. 10 посланий, можете загадать одно или несколько, поэтому каждую неделю у нас послание из будущего. Поэтому так. Алина еще подсказка для Василия просила, да? Так, вас тоже благодарю, Елена. Так, для Алины подсказка для Василия. Подсказка для Василия. Время сделать передышку и набраться сил. Я не знаю, почему я мешала. Опять такая же подсказка. То есть, может быть, вам вместе надо собраться и сделать передышку и набраться сил. И сходить в баню, короче, всем. Ну, я шучу, конечно. Не знаю, поспать, может, выспаться. Делать передышку и набраться сил. Так, мы делали сегодня, у нас в записи всегда есть послание из будущего. 10 было посланий в записи, там перемотайте. Общий расклад у нас был. Сейчас у нас, раз нету подсказок, у нас тоже общий расклад. Тоже каждую неделю он бывает. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Кстати, мне надо записать его, чтобы было понятно, что делать и что не делать. Чтобы неделя была хорошая. 3 варианта будет. Будем смотреть. Кто сейчас хочет посмотреть, кто в записи. Как бы вот. Давайте посмотрим. Так. Первый вариант. Что делать, чтобы неделя была хорошая. И что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Чтобы неделя была хорошая, нужно двигаться к своему будущему. Но все действия, которые вы делаете, вы подумайте, как это отразится на вашем будущем. Идете ли вы вперед, не тормозите ли вы себя, занимайтесь карьерой. Здесь кто-то может познакомиться с горячим мужчиной. Вот, или может просто быть общение очень хорошее с мужчиной. И здесь карта будущего. Думайте о своем будущем. Все действия, которые вы делаете, подумайте, принесет ли это пользу для вашего будущего. Активно видите себя. Активная неделя должна быть. Движуха такая активная. Поехали туда, поехали сюда. Общение, очень много общения. Что не нужно делать? Не нужно принимать тех людей, которые пришли из прошлого. Им что-то от вас нужно. Вот они вспомнили о вас, когда им взгрустнулось. Вот они оценили вас, когда их никто там, не знаю, не оценил. То есть из прошлого людей и не принимайте. Ну, по крайней мере, эту неделю не стоит. Если что-то из прошлого там
что-то возникнет, переждите этот момент. Мне некогда, я занимаюсь своим будущим, у меня тут общение по работе, да, ну то есть как бы вот не стоит. Так, двоечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Решать проблемы честно, себя не обманывая и никого не обманывая желательно, потому что если вы на этой неделе будете делать какие-то дела, которые, знаете, будут не совсем честные, да, кого-то если обманете, то потом вам прилетит по жопе, короче, ответка прилетит, поэтому не стоит на этой неделе врать или обманывать. И себя тоже не обманывать, а принимайте решения, вот как вы чувствуете, честно. Вот, общайтесь не только с другими честно, но и с собой, будьте честны в своих чувствах. А что не нужно делать? Что не нужно делать? Не нужно закрываться от обстоятельств, от людей, огораживаться. То есть не нужно не принимать решения, откладывать, вот так вот все. Здесь нужно действовать честно и быстро и конкретно. Здесь не нужно, я подумаю, но я не знаю. Все вы знаете, поэтому вот тут так. Будьте честны с собой, не тяните вот это вот. Не уходите от ответа. Троечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно ответственно относиться ко всему, что вы делаете. Нужно составить план и следовать этому плану. Нужно грамотно тратить деньги, зарабатывать. Клиенты, которые придут на этой неделе, они платежеспособные, они вам заплатят денежку, не переживайте. Вот. Здесь можно строить отношения стабильные, можно ходить на свидания. Только посмотрите, как вы тратите деньги. Тратьте грамотно. Не растранжирьте там на удовольствия какие-то. Вот если вы запланировали это, конечно, покупайте. А если что-то не в планах, лучше подумайте, правильно ли вы тратите. Как бы, может, попридержать. Что не нужно делать, не нужно поддаваться эмоциям. Когда, например, увидела что-то красивое и дорогое, или там увидел, и все, сейчас куплю. То есть не нужно поддаваться эмоциям. Если у вас в плане было, тогда да. А если не было, если просто вот эта красивенькая блестяшка какая-то вам захотелось, то не стоит поддаваться эмоциям. Не стоит флиртовать, не стоит в какие-то сомнительные знакомства вот в это все втягиваться. Какую-то сомнительную переписку там, знакомство, на сайте знакомств тоже не стоит зависать эту неделю. Все пустое будет, все пустое. Ну, как-то так вот. Так, ну что, вообще раскладики были. Подсказки, кому нужны, пишите подсказка. Будет подсказка на колоде. Вот. Смотрю, больше пока подсказки никто не написал. Не вижу, только хотела посмотреть. Думаю, посмотрю донатики. Сейчас посмотрю. Так. Какие события ждать в личной жизни? Кристина у нас, да? Ага, личная жизнь в ближайшие 2 месяца. Кристина. Ой, что-то выпало. Кто-то за вами наблюдает. В ближайшие 2 месяца вы или можете познакомиться с каким-то человеком, взбалмошным, я так сказала бы, несерьезным, очень эмоциональным, который, молодой мужчина, который еще не может контролировать свои чувства, не может контролировать свою ревность. Такой вот он, что в голове, то и на языке, как бы, вот, такой человек молодой. Или, знаете, или кто-то может за вами посматривать в соцсетях, кто-то может за вами, подсматривать, следить. Какие события? Вот, здесь вы как-то наполните, здесь у вас в ближайшие 2 месяца, тут вот еще мужчина на дне колоды,
Здесь в ближайшие 2 месяца вы можете познакомиться с мужчиной. Вот так вот вас сделаю рядышком. Который наполнит вас эмоциями, очень положительными. Туз кубков. То есть в вашу жизнь может прийти какой-то... Так, это 2 разных, что ли, мужчины? Или тот, который подсматривает прошлый ваш, непонятный, который далеко. Я не понимаю, это один и тот же или разный мужчина. Потому что один моложе, вот тот неопытный какой-то, который вас ревнует, он моложе. И где-то может вас видеть в интернете, возможно, где-то может вас видеть. И другой мужчина, который уже более опытный, который вам, кстати, очень даже подходит, стабильный. И у вас он может дать много положительных эмоций. Влюбиться здесь можете. Да. И вам говорят, не переставайте мечтать. Если вы уже думаете, что вы не встретите своего мужчину, то не переставайте мечтать. Не переставайте. У вас мечты, как будто вы уже думаете, что вы его не встретите. Вы встретите такого мужчину, которого вы хотите. Не переставайте мечтать. Ни в коем случае. Ой, ну что он вам принесет? Он вам принесет много разных эмоций. Начиная от положительных, когда вы вместе куда-то будут вас приглашать, будете вместе гулять. Также и ревновашки будут, конечно. Также и куда-то будет ездить. Вы куда-то поедете вместе. Тут как-то вот тут активно как-то вы будете общаться. У вас какие-то активные движения начинаются. Так, что это уходит? Да, у вас наконец-то, знаете, уйдет, вот придет, когда человек, в ближайшие 2 месяца очень даже большая вероятность, то, что придет мужчина. Вот здесь еще какой-то помоложе, который вот неопытный, не знаю, почему он тут наблюдает. И здесь как будто с приходом этого мужчины, вашего, который вам положительные эмоции принесет, который чуть старше вас, он стабильный, может быть земной знак у него зодиака, или у него такой характер. Вот. С его приходом уходит ложь и обман. Может быть самообман, может быть от людей, которые рядом уходят. И приходят нормальные отношения, когда вы говорите все друг другу, когда вы не обманываете, не придумываете, когда вы можете нормально поговорить. Сесть поговорить, кому что нравится, не нравится, как бы спокойно, без всяких там криков, да. Вот, да, придет нормальный, адекватный мужчина здесь. Кстати, и с этим, этот мужчина, который придет, это прям вам для семьи, возможно. Здесь, знаете, как сказать, кармические отношения, они могут быть не всегда, конечно, положительные, но вы мимо них не пройдете. Вот какой-то мужчина придет, мимо которого вы не пройдете. Что-то вы должны с ним тут решить. Ну вы должны с ним семью построить. Ничего себе, какой-то мужчина придет, вы как-то быстро с ним построите, быстро начнете жить вместе, я бы так сказала. Потому что по судьбе вам мужчина тут. Страшный суд. Придет мужчина, с которым вы быстро начнете жить вместе. Интересно. Как будто, знаете, как вы его узнаете, даже не знаю, тут не очень понятно, но понятно, что вы будете настроены на серьезные отношения, на семейные отношения, ну как-то не то, что на семейные, на стабильные. То есть, если ты ко мне серьезно, то давай, подходи. Если нет, если ничего непонятного не можешь предложить, то давай иди дальше лесом. Так вы его узнаете.
Все тут какая-то, это получилось тут уход от несерьезных связей. Нужно подождать. Тут нет, нужно. Ну, в общем, тут у вас будет время, чтобы восстановиться от этих всяких ненужных. Да, тут придет в вашу жизнь мужчина в ближайшие 2 месяца. Сейчас еще раз посмотрим. Почему он закрыт-то? Почему он закрыт? Говорит, мечтай. Тот... Закрыт он от меня. Закрылся. Не, все. Что сказали, то сказали, короче. Больше не хотят говорить. Да, какой-то мужчина опять же будет за вами. Да то же самое начали говорить. Какой-то мужчина на расстоянии, он за вами наблюдает через соцсети, возможно. У него еще к вам есть какая-то зависимость. Он еще на вас подвисает. Нет, тот мужчина, он на расстоянии. То есть какой-то новый мужчина, стабильный к вам приходит. Стабильный ваш, с которым будете строить отношения. Да, опять же, обман уходит. Придет мужчина, с которым уйдет весь обман из вашей жизни. Ложь, обман, вот эта вот несправедливость, оно как-то уходит с приходом вот этого мужчины, вашего мужчины. Тут не будет обмана, тут не будет предательства. Ай, кто там что пьет? У меня нос чешется. Вот. Да, он забирает у вас это вот, ну, с приходом нового мужчины, он забирает ваше одиночество, он забирает вот эту всю тяжесть, ответственность. Он будет помогать. Прямо это увидите, вы почувствуете это. Даже вы, если будете огораживаться, все нормально будет. Он найдет к вам дорожку, вы поймете, что он стабильный, надежный, все нормально. То есть вы мимо него не пройдете вообще. Да, у вас не будет такого, вы не будете как будто сомневаться, вы поймете, что это он. Вот. Тот, кто не причинит вам боль, не обманет, как-то вы поймете. Не будет такого, что я не знаю, может быть он, а может нет. То есть тут сомнений не будет даже. Кристина, подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Ну, смотрите, всем это говорят. Что это? У меня здесь только одна карта такая. Тут еще куча карт. А они показывают всем сделать передышку и набраться сил. Я не знаю. Может быть, следующей неделе будет активная очень. Надо отдохнуть. Событий может быть много. Сейчас Луна растет, потому что... Ну, здесь так вот. Пусть будет так, да, пусть самый лучший мужчина для вас придет, Кристина. В самое ближайшее время. Пусть поскорее вас найдет. Отыщет вас и придет. Да, класс. Мне тоже понравилось, здорово. Так, ну что, подписывайтесь, кто еще не подписан, нажимайте на колокольчик. Эфиры у нас по субботам. Если нужны подсказки, пишем подсказки. Ну или подсказка пишем, я даю подсказку вот на этой колоде. Вот. Донатики у нас там 200 рублей, у нас вопрос за донатики. Так, в общем, если больше подсказки все, вопросы все, тогда будем заканчивать эфир. Здесь комар летает, я не могу, я руки опускаю, это вот я к ногам туда, чтобы там никто меня не кусал. У меня этот комар какой-то залетел. Большой, жирный. Вот. Так что так, всегда у нас по субботам, вот по этим эфирам, на этих эфирах у нас послание из будущего, там в записи можете перекрутить,
10 посланий из будущего, всегда мы смотрим общий расклад. И у нас что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать. Поэтому подписывайтесь обязательно, приходите на эфиры. Будем с вами смотреть, что там у вас, какие подсказки вам карты дадут. Вот, сейчас я еще раз проверю донатики, чтобы вас уже отпустить. Да, все донаты ответила. Давайте будем тогда до следующей субботы. Будем с вами прощаться. Я вас всех обнимаю, всех целую. Увидимся с вами теперь в следующую субботу. 21:30, так-то у нас, конечно, эфир. Но лучше нажмите на колокольчик, потому что немножко может сдвинуться время. По-разному бывает. Мы сегодня были у стоматолога, например, это был адский кошмар. Ну, это ладно, опустим. Желаю вам хорошей недели, чтобы все получилось, чтобы все было хорошо. И приходите на эфирчики по субботам. Посмотрим подсказочки вам. Всем пока. Всем пока. Сейчас буду отключаться. Пока.